Представьте себе такую картину. Май 2014, утро. Вы сидите на работе, все еще слушая новый альбом Behemoth, несмотря на то, что он вышел еще в феврале. У вас есть привычка привязываться к музыке и заслушивать ее до тошноты. Спина болит от сутулой креветочной осанки, глаза устали пялиться в одну точку, и только мысль о новой игре, которая ждет вас дома, помогает пережить скучный рабочий день. Вы заканчиваете пораньше и несетесь домой к своему Intel Core 2 Duo компьютеру с 9600 GT, который спустя 5 лет после сборки каким-то чудом все еще тянет новые игры. На скорую руку что-то перекусываете и, усевшись в неудобное кресло, явно сделанное для ящеров, запускаете долгожданную игру для того, чтобы пройти ее залпом. Никаких забот, только вы с игрой 1 на 1. Как же я скучаю по той жизни. Прошло уже целых 11 лет с тех пор, как я впервые прошел Murdered Soul Suspect. Как примерил на себя роль копа-призрака, расследующего собственное убийство. Как впервые побывал на улицах Салема, города, знакомого каждому любителю паранормальных историй. И откуда родом моя любимая группа, которая звучит как... Тогда я начал постигать ценность видеоигр с нарративной, художественной и эмоциональной точки зрения в полной мере, отходя от своих привычных убеждений. Долгое время в моем окружении игры без экшена и полноценной боевки считались пустой тратой времени, соевым развлечением, или, проще говоря, кинцом. И сам того не заметив, я это мнение перенял. А чего вы ждали от энджойера мультиплеера Call of Duty и Dota 2? Сюжетные игры мне нравились, особенно RPG, но вот что-то не требующее большого вовлечения в процесс очень редко привлекало мое внимание. Потому, вспоминая себя из прошлого, меня теперешнего даже немного удивляет, что эта игра мне так сильно понравилась. Хотя, если подумать, я, кажется, понимаю почему. История о призраках, колдовстве и сверхъестественном, детективное расследование, девочки-неформалки и татуировки нравились мне почти столько, сколько я себя помню. И даже тогда, 11 лет назад, я был твердо убежден, что эта игра была сделана лично для меня. Не хватало только хорошего саундтрека, но об этом позже. Я прекрасно понимаю, что со временем наши вкусы меняются, мы начинаем смотреть на вещи по-иному, и часто, вспоминая себя из прошлого, начинаем испытывать тоскливый стыд, наверное, лучшую вариацию стыда из всех. Возможно, вы и были кринжовым челом, постящим мемы, которые состарились как молоко, оставленное на солнце, но вы все равно скучаете по той версии себя и всему, что ее окружало. Потому мне уже долгое время хотелось вернуться к Murdered Soul Suspect, посмотреть, пройдет ли она проверку временем. Что в ней работает, а что нет, какую мысль заложили в нее создатели, и самое главное, как изменились мои вкусы с тех пор. Хотя ладно, последнее так очевидно, ведь я остановился в развитии примерно лет в 16, но вот об остальном все же стоит поговорить. Ронан О'Коннор далек от заурядного копа. Прожив добрую долю своей жизни по другую сторону закона, он наконец решил остепениться после судьбоносной встречи со своей будущей женой Джулией. Ее брат Рекс потянул за нужные ниточки, чтобы устроить Ронана в полицию, и с тех пор тот стал на путь искупления ошибок молодости. Однако жизнь всегда найдет способ ударить в самое уязвимое место. Джулия погибает от ножевого ранения прямо у него на руках. С тех пор жизнь Ронана превратилась в бессмысленное существование, сконцентрированное только на работе, в длинную спираль отчаяния и саморазрушения. Серийный убийца по прозвищу Звонарь орудует в городе уже достаточно давно, и полиция делает все возможное, чтобы его поймать. В перерывах между игрой в Deus Ex Human Revolution Ронан был настолько одержим этим делом, что прибыл на задержание подозреваемого в одиночку, совершив большую и последнюю ошибку в своей жизни. Развязывается драка, Ронан выпадает из окна, ловит 7 пуль в грудь из маминого 9-миллиметрового подарка и спокойно отправился бы на тот свет к своей любимой, но незавершенное дело оставляет его душу скитаться на земле, заставляя постигать основы загробной жизни. Здания в городе освещены, потому в них не войти, пока вас не впустит кто-нибудь из смертных, что простое, но эффективное оправдание игровой условности. А вот попав внутрь, призраки могут спокойно ходить сквозь стены, устраивать пранки с электроникой и просто наблюдать за жильцами из шкафа или даже сидя рядом с ними. Выдающиеся качества человека после смерти становятся особыми навыками, и Ронан, будучи детективом, может не только видеть то, чего другие не могут,
но также способен вселяться в людей, внушать им нужные и читать имеющиеся мысли. Довольно имбово, если так подумать. Он может считывать образы и отголоски прошедших событий с невероятной точностью, что позволяет ему расследовать собственное дело и помогать другим душам обрести покой. Ронан не осматривает каждую бутылку как Коул Фелпс, не владеет волшебными очками Нормана Джейдена. Его метод больше похож на чертоги разума Холмса, в которых он составляет найденные улики, чтобы найти ответ на текущий вопрос. Сбор самих улик отдаленно напоминает список покупок в супермаркете. Вам с самого начала говорят их итоговое количество, вместо того, чтобы дать хоть немного простора для сомнений. Создатели пытались как можно точнее воссоздать ходы расследования из реальной жизни, при этом забыв, что именно делает этот процесс таким интригующим. Реальные детективы надеются найти как можно больше улик, чтобы составить картину преступления, установить методы, предположить мотивы, создать психологический портрет подозреваемого. Множество вариаций и неопределенность заставляет восхищаться изобретательностью их методов, когда те выходят на нужный след, несмотря на множество переменных. В кино нам демонстрируют ход мысли, приводящий к правильному выводу, зачастую давая всю нужную информацию по мере повествования, создавая иллюзию, что мы сами могли бы закрыть дело, оказавшись на месте героя. Что в результате дает ощущение, будто мы приходим к выводам вместе с детективом, а не просто наблюдаем, как он делает это за нас. Игра же, наоборот, исключает нас из этого процесса. Нам не только известно количество доступных улик, но и то, что из них действительно важными являются только 2-3, которые необходимы для того, чтобы Ронан пришел к правильному выводу. Да, именно Ронан, потому что игрок почти сразу понимает, что произошло на месте преступления. Но игра заставляет разжевать это для главного героя, чтобы он напал на нужный след и продвинул историю дальше. Эта проблема усугубляется тем, что некоторые улики кажутся слишком важными, чтобы не брать их во внимание, но игрой предусмотрен только один правильный ответ. Иногда вам может показаться, что внезапно вас перестали считать ребенком и дали возможность немного пошевелить мозгами, только чтобы снова напомнить, что правильным является самый очевидный вариант. Тем самым не оставляя никаких сомнений и недосказанностей, почти полностью лишая процесс какой-либо интриги. При этом, даже если вы каким-то чудом ошибетесь, например, по приведенной выше причине, это не имеет значения. Игре попросту все равно. Никаких последствий за ошибочным выбором не последует, ведь его попросту невозможно сделать. Я не говорю, что здесь должна быть вариативность уровня игр от Quantic Dream, но хотя бы какие-то fail-стейты, заставляющие впредь быть более рассудительным, точно бы не помешали. На определенном этапе разработки в игре была система очков, поощряющая игрока за безошибочное прохождение расследований, награждая ресурсами для прокачки способностей. Отголоски этой механики все еще можно увидеть в интерфейсе при составлении картины происшествия, несмотря на то, что она была полностью вырезана из игры. К сожалению, это лишает такую важную часть геймплея какой-либо ответственности, ведь ничто не препятствует решению любой задачи банальным методом тыка. Я правда не хотел быть настолько критичным уже в самом начале видео, да и о мертвых либо хорошо, либо ничего. Но расследование – это самая главная фича игры, без которой она потеряла бы очень весомую часть идентичности. Потому мне было обидно от того, насколько примитивной она в итоге оказалась. Хотя, если взглянуть на нее немного детальнее, в ней все же можно найти положительные стороны. Как я и сказал, расследования больше напоминают поход за покупками, но способы получения нужных продуктов сами по себе достаточно изобретательны. Вы можете вселиться в свидетеля, чтобы узнать, что он видел, или подслушать разговор полицейских и взглянуть на их документы. Иногда преодолеть возникшие на пути препятствия, или внушить им какую-то наводящую мысль, заставив открыть вам больше информации, ведь Ронан почти не может влиять на материальный мир. Все это правда помогает вжиться в роль копа-призрака, постигающего свои новые способности, с помощью которых он выясняет, что убийца приходил с конкретной целью. Он искал девушку, живущую на верхнем этаже. Ее след приводит Ронана в церковь, в которую легко могут входить не только души всяких психопатов, но и демоны. И это странно, ведь церковь наверняка построена на освященной земле, на которую нечисть ступать вроде как не должна. Это объяснило бы, почему девушка скрывается именно здесь, но по факту она просто дружит с местным священником и время от времени ночует на чердаке. Джой Фостер является очень важным сюжетным персонажем, который предоставляет уйму интересных моментов для исследования динамики в их с Ронаном отношениях. Она забавная, упрямая, своевольная, увлекается сверхъестественным, имеет проблемы с законом, любит «Звездные войны», наверняка слушает «Bullet for my Valentine», и самое главное, ее подростковость не бесит, что бы там ни говорил Ронан.
Ну еще она медиум и единственная, кто может общаться с главным героем. Чуть не забыл. Правда, она сама этому совсем не рада, ведь неупокоенные души постоянно преследуют ее со своими проблемами, куда бы та ни подалась. Потому легко понять ее резкое нежелание помочь Ронану с его незавершенным делом. К тому же у нее есть проблемы посерьезнее. Ее мать пропала, и в свете последних событий вполне могла стать очередной жертвой убийцы. Кассандра, мать Джой, консультировала полицию, помогая в расследованиях своими способностями. Это у них семейное. Потому Ронан решает наведаться в участок, прикинув, что Джой наверняка захочет взглянуть на ее записи. Когда Джой непременно задерживают за проникновение, игра предоставляет следующий вид геймплея. Мы помогаем ей сбежать, воздействуя на электронику. Подобный сегмент повторяется позже, когда мы посещаем местную лечебницу. Выключая камеры наблюдения, отвлекая копов кофемашинами, принтерами, телефонами и вентиляторами, Ронан помогает Джой прокрасться мимо. Это интересная смена перспективы, ведь обычно мы играем за крадущегося, запоминая маршруты патрульных, рискуя быть обнаруженными, примеряем на себя картонные коробки и все такое. Здесь, правда, как и в расследованиях, полностью отсутствует какая-либо опасность или наказание за ошибки. Их точно так же невозможно совершить. Копы и врачи будут пялиться на выплюнутую из факс-машины бумагу ровно столько, сколько потребуется Джой, чтобы пройти незамеченной. А она сама не двинется с места, пока не запустится нужный триггер. Куда эффектнее было бы сделать секции, в которых Джой двигалась бы по заданному маршруту, а от вас требовалось бы вовремя отвлекать внимание NPC. При этом, ошибившись и переигрывая сегмент заново, игрок запомнил бы паттерны и, наконец, сделав все правильно, уходил бы с чувством достижения. Но кто я такой, чтобы указывать другим, как делать игры? Записи Кассандры обнаруживаются в кабинете копа, с которым она работала – Бакстером, заклятым врагом Ронана. Они приводят нас на кладбище Ashland Hills, по моему мнению, лучшую локацию в игре. Здесь и расследование интересное, и запоминающиеся встречи с NPC, как живыми, так и мертвыми, и, конечно же, важный сюжетный момент, глубина которого никак не исследуется со сценарной точки зрения, но мы это исправим позже. Кладбище такое же мрачное и зловещее, как и самый противоречивый аспект игры – демоны. Еще начиная с апартаментов, за нами периодически охотятся голодные твари, которые на самом деле вовсе и не демоны, а потерянные души, пробывшие на земле слишком долго и потерявшие свою человечность. Геймплейные же стычки с ними как раз таки напоминают всем знакомую форму стелса. Держишься подальше от поля зрения, подбираешься незаметно и, выполнив простой QuickTime-ивент, изгоняешь навсегда. Это, кстати, никак не объясняется сюжетом. Видимо, Ронан – прирожденный экзорцист. Благодаря призрачным характеристикам нам очень легко перемещаться между комнатами и проскальзывать у противника прямо под носом. А модное на то время детективное зрение делает эту задачу еще проще. Но если вас все же обнаружат, не беда. По уровням разбросаны призрачные силуэты, в которых можно спрятаться и прыгать между ними, пока демону не наскучит вас искать. Однако, учитывая, что существует отдельное руководство по отключению демонов, я полагаю, что именно к этой составляющей игры у большинства и возникают претензии. Рискуя показаться центристом, скажу, что на эту проблему можно взглянуть с двух сторон. Методичное исследование, размеренный темп и выстраивание атмосферы – столпы Murdered Soul Suspect. Потому своим внезапным появлением демоны выбивают игрока из этой зоны, препятствуя дальнейшему прогрессу, что многим явно по душе не придется. С другой же стороны, людям, ценящим более комплексные по геймплею игры, может попросту наскучить отсутствие хоть какого-то экшена, потому демоны в теории могут их немного развлечь. Зачем пытаться привлечь тех, кто изначально в этом не заинтересован, вопрос уже другой. И вот признаться честно, я не знаю, что думать по этому поводу. Механически это работает как полагается, хоть местами демоны так тесно расположены, что тяжело, изгнав одного, не попасться на глаза другому, а потом потратить кучу времени на прятки. Но не могу сказать, что это меня бесило, а меня вывести легко, я даже целое видео об этом делал. Однако, если бы демонов в игре не было вовсе, скучать за ними я бы тоже не стал. У меня лично нет проблем с играми, делающими упор на рассказе истории и погружение в свой мир, потому их наличие показалось мне классической попыткой угодить геймерам. При этом такая задумка была с самого начала, когда в игре планировалась шутерная составляющая, которая, по словам разработчиков, напоминала призрачного Гарри Поттера и была заброшена, когда проект обрел более четкое направление. В общем, от себя скажу, что демонический стелс в этой игре просто норм, и предлагаю сойтись на том, что это вкусовщина. Единственное, к чему я могу объективно придраться, так это к тому, что заблудшие души не имеют никакого отношения к сюжету, потому их существование сугубо механическое.
Они могли бы послужить напоминанием о том, какая участь ждет главного героя, если он задержится на этом свете. Но остальные души, которых мы встречаем, были здесь задолго до Ронана и до сих пор в демонов не превратились. Так что опять же, это можно было преподнести гораздо лучше. Например, показать, как один из встреченных психов превращается в такое чудовище, повысить ставки, тем самым оправдав спешку и грубое поведение Ронана. К счастью, на кладбище его застают в хорошем настроении, и здесь происходит, по моему мнению, лучший момент игры. Кассандра и Бакстер расследовали убийство девочки Софии, которая была утоплена, скажем так, весьма необычным способом. Ее призрак не может говорить, потому проводят Ронана к месту своей смерти, играя в догонялки. В процессе чего тот, кстати, обучается телепортации, что дополняет основной геймплей, но сейчас не об этом. София показывает ему все детали своей смерти, указывая на полицейский жетон у него на поясе, что намекает на то, что убийца может быть полицейским. Эта теория не берется из воздуха и является заигрыванием с самим игроком, так как Ронан не придает этому жесту значения. Дело в том, что в переулке, возле места, где наш герой встретил свой конец, можно подслушать разговор двух полицейских, который намекает на конкретного подозреваемого – Бакстера. Ронан не пользовался большой популярностью на работе, но Бакстер его просто ненавидел. Раскопав информацию о его преступном прошлом, тот был строго убежден, что Ронан находится не на той стороне решетки. И если взять во внимание наличие тайника в его кабинете, где мы находим дневник Кассандры, несложно задаться вопросом, а что еще может скрывать Бакстер? Ронан настолько одержим уликами и собственным положением, что в упор не видит намека Софии, который сужает круг подозреваемых в голове игрока. Конечно, только в случае, если он сам это заметит. Внезапно игра делает весьма умный ход, предоставляя нам возможность прийти к определенному выводу раньше, чем запланировано сюжетом. Само собой намеренно. По крайней мере, я так думаю. При этом, даже если вы пропустите эту зацепку как и главный герой, ничего страшного не произойдет, ведь история все равно идет в этом направлении, и рано или поздно прибудет до места назначения. К тому же у вас как игрока еще будет возможность предположить личность убийцы, и гораздо раньше главного героя, он тот еще тугодум. Вообще, во встрече Ронана и Софии есть очень важное двойное дно, которое я изо всех сил пытаюсь сейчас не проспойлерить, потому что его объяснение также подразумевает раскрытие всех неожиданных поворотов сюжета, но я обещаю, что мы к этому вернемся. Вместо того, чтобы задуматься о том, насколько смерть Софии похожа на один из методов пытки, популярного в истории города, в котором он прожил всю жизнь, города, который славится самым печально известным прецедентом охоты на ведьм, Ронан выносит из этого только одно слово, которое упомянул убийца – контракт. В дневнике Кассандры упоминается единственная жертва звонаря, которой удалось выжить. И по удачному стечению обстоятельств она одержима манией преследования и все время упоминает какой-то контракт. Это приводит наше дуо в психлечебницу Lux Eterna, названной в честь песни Металлики, где прямо с порога происходит самый смешной момент игры. Часы посещения уже кончились, тетя на ресепшене отказывается пропустить Джой. Потому от нас требуется как-то выудить у нее номер нужной палаты и провести нашу напарницу незамеченной. Джой отвлекает женщину, пока Ронан ищет информацию. Идеальный момент для короткого расследования с ограничением по времени и забавными результатами, которые последуют в случае ошибки. Да, мы уже выяснили, что игрой такие вещи не предусмотрены, но в данной ситуации, по тривиальности, она умудряется переплюнуть саму себя. Ронан буквально говорит: «Эй, может, на ее столе есть что-то, что может нам помочь?» Пока камера крупным планом показывает единственный предмет, нужный для решения этой... Хотел бы я сказать загадки, но это было бы гигантским преувеличением. Еще хуже то, как, внушив женщине мысли о ее сыне, или внуке, здесь модели часто не соответствуют оригинальной задумке, она буквально озвучивает их так, как ребенку объясняют, почему нельзя есть клей. Что у меня лично вызывает странный диссонанс, ведь игра то удивляет непрямыми намеками на подозреваемого, уважая интеллект играющего, то наоборот смеется над его умственными способностями, заставляя делать выбор между очевидно важным предметом и фотографией котика или столовыми приборами. Я только что видел, как нужный ключ упал в вентиляцию, которая меня к нему и привела. Но с другой стороны, эта вилка выглядит очень подозрительно. И это я еще не говорю о ложке. Черт, лучше бы остался в участке играть в Deus Ex. В определенный момент Джо и Ронану приходится разделиться. И можете зачеркивать заброшенную больницу в вашем хоррор-бинго, потому что мы попадаем в старое крыло Lux Eterna. Кругом видны отголоски жестоких медицинских практик. Темные коридоры вспыхиваются вспышками молнии за окном.
В воздухе висит густая пелена пыли. Вы почти что улавливаете запах этих затхлых помещений. Стоит отдать игре должное, атмосферу она создать точно умеет, и путь до палаты 216 тому отличный пример. В ней сидит Айрис Кэмпбелл, жертва звонаря, которой чудом удалось выжить. Правда, ценой потери рассудка. Однако с Айрис что-то не так, и дело не в ее диагнозе. Свет в палате начинает мигать в унисон с ее вспышками гнева. Ронан не способен в нее вселиться. И более того, она прекрасно знает о его присутствии. Применив нашу призрачную дедукцию, мы выясняем, что Айрис с ее сестрой Роуз были похищены звонарем. И в то время как первой удалось сбежать, вторая была сожжена на костре. И на мой взгляд, с жестокостью здесь произошел небольшой перебор. До этого мы уже имели дело с довольно мрачными историями других блуждающих душ. Да и последние минуты жизни Софии тоже были показаны весьма красочно. Но по крайней мере мы не видели самого момента смерти. Тогда как в данном случае нам не только показывают, как горит Роуз, но мы еще и наблюдаем за этим вместе с ее сестрой. Не помогает и тот факт, что обеих сестер озвучивала Ханна Тель, Макс Колфилд из Life is Strange, которой я бы никогда такого не пожелал. Вообще, примерно с этой точки игра существенно меняет тон, с «шутливый коп-призрак расследует свою смерть» на «люди погибают ужасной смертью прямо у вас на глазах». К этому изменению настроения нас плавно подводят, сначала заставив пройти по уже упомянутому старому крылу лечебницы, а потом закрыв в палате едва освещаемой блеклым светом фонарика. От всего этого таки веет классическими ужастиками. Джой даже резко хватают за руку, заставив бедную в панике броситься к двери. Однако Айрис не пытается навредить героям, и даже ее агрессии находится логическое объяснение. Конечно, если считать существование призраков логичным. Оказывается, что она все это время была одержима духом своей сестры, отсюда и странное поведение. Поскольку Роуз покинула ее тело, а с самой Айрис все в порядке, все вчетвером благополучно сбегают из психушки. Что звучит как начало какой-нибудь комедии, но сейчас не до шуток. Похитив сестер, убийца хотел заставить их признаться в заключении контракта с дьяволом. Это должно натолкнуть на мысли о том, что звонарь охотится на ведьм, и что между жертвами есть какая-то связь. Быть может, прикинуть, не является ли способность Айрис и Джой общаться с призраками довольно странным совпадением. Впрочем, Ронана по какой-то причине больше интересуют методы убийцы, а не его мотивы. Вспомнив буклет из записей Кассандры, на котором изображены орудия пыток из музея, он решает туда наведаться, пока Джой отводит Айрис и Роуз в свое укрытие в церкви. И заново просматривая эту часть игры, я вот о чем задумался. А зачем вообще была нужна секция психлечебницы? То есть да, из нее мы узнаем о том, что произошло с Айрис и ее сестрой, но что это нам дает? Ронан вполне мог бы узнать об этом в командном пункте полицейского участка, где собрана вся возможная информация о звонаре. Ведь копы должны были знать о сожжении человека в лесу, которое точно так же должно было указать на методы убийцы. Но тут есть парочка недосказанностей, из-за которых я могу закрыть на это глаза. Мы не знаем, как скоро после происшествия Айрис забрали в лечебницу, и говорила ли она вообще с полицией. Предположим, что сожжение произошло далеко от города, в нее тут же вселилась Роуз и не дала ей ничего объяснить, после чего ее сразу же упекли в психушку, заметив скитающуюся где-то в окрестностях. Врачи, конечно, должны были проверить, есть ли у нее родня, и, возможно, подключить к этому делу полицию. Но окей, представим, что этого не случилось, потому что доктора в этой игре садисты. Но вот поход в музей у меня оправдать никак не получается. С сюжетной точки зрения это нужно Ронану, чтобы осознать две вещи. Что убийца расправляется с жертвами так же, как поступали с ведьмами в 1692, и что охотится он на медиумов, которых этими ведьмами и считает. Первое предположил бы любой, кто прожил в Салеме хоть какое-то время, и я напомню, что Ронан здесь родился и вырос. Он даже знает слухи о местном доме с привидениями. А насчет второго, я даже не знаю, с чего начать. Тяжело судить других, не зная хода их мыслей, но мне кажется, что не так уж сложно сопоставить приход звонаря в квартиру Джо и Кассандры, двух медиумов, с похищением Айрис и Роуз, которые могут общаться с духами, и прийти к тому же выводу. Но вот как это показано здесь. В середине выставленных экспонатов музея Ронан находит доску со статьями о медиумах, которые помогали полиции найти преступников или пропавших людей. Здесь фигурируют Айрис, София и Роуз. В двух других вырезках имена не упоминаются, но можно предположить, что хотя бы одна из них касается матери Джой. И наверняка кто-то из копов посчитал бы странным, что те, с кем они сотрудничали, становились частью самого громкого дела в городе. Так ведь?
Более того, в начале 70-х по Салему прокатилась череда похожих убийств, которые так и не были раскрыты. Тут, правда, не ясно, говорится ли в бонусных документах об этих случаях или о каких-то других, потому что в них убийства больше походят на несчастные случаи. Поскольку нам не дают никакой временной линии, мне кажется, что последние были совершены незадолго до начала игры. Может быть. Так что в любом случае информация о медиумах и убийствах 70-х точно была бы в командном пункте, где Ронан и Джой во время своего визита ее бы заметили. Хотя в таком случае и на кладбище идти было бы незачем, ведь от Софии они узнают про контракт, что приводит их к Айрис. А если бы они нашли информацию о медиумах еще в участке, то сразу отправились бы в лечебницу. И вы, наверное, скажете, что ее тоже можно было бы пропустить, ведь имеющихся деталей дела должно быть достаточно, чтобы заметить необычные методы убийцы. И будете правы. Но спасение Айрис слишком важно для сюжета, чтобы его вырезать. К тому же история сестер и локация, которая к ней приводит, мне нравится, окей? Мне кажется, что поход в музей нужен только для того, чтобы вы, как игрок, узнали историю салемской охоты на ведьм, потому что без этого теряется важный, хоть и не обязательный сюжетный контекст. Хотя информация здесь весьма поверхностная, и даже статья на Вики подала бы ее интереснее. В самой исторической справке ничего плохого нет, мне она была интересна, хоть я и знал все это заранее. Вообще, я бы с удовольствием посетил Салемский музей ведьм в реальной жизни. Я был там в 4-м Fallout, но это не считается. Вполне вероятно, что именно Murdered в свое время вдохновила меня на изучение охоты на ведьм, и это, безусловно, круто. Просто я уверен, что для донесения этой информации есть способы поэлегантнее буквального похода в музей, чтения описаний к экспонатам и прослушивания комментариев посетителей, будто бы никогда не слышавших об этих ужасных событиях. В городе, чья футбольная команда зовется Ведьмами, где Челси Вулф во время прогулки назвали ведьмой в 2017-м. Впрочем, я совру, если скажу, что информация, полученная в музее, так уж необходима для понимания дальнейшей истории. Игра и так неплохо вводит в курс дела своими кат-сценами, отчего поход в музей кажется странным вдвойне. Эта локация станет важной в самом конце, но с таким же успехом финал можно было устроить в любом другом месте и ничего бы не изменилось. Так или иначе, именно здесь до Ронана доходит, что убийца охотился за медиумами. А кто проявлял интерес к медиумам? Правильно, Бакстер. Он ненавидел Ронана, работал с Кассандрой, тайком осматривал картину с изображением повешенной ведьмы в музее. Хотя вроде как бросил дело после своего понижения в должности. Момент с картиной напрямую связан с музеем, но берется абсолютно из ниоткуда, так что я все еще не отказываюсь от своих слов. Следующим логическим шагом является навестить квартиру Бакстера и найти доказательства его причастности к преступлениям. Однако сирены полицейских машин, направляющихся в сторону церкви, меняют наши планы. Мы вроде как совершили добрый поступок, вызвали в Айрис из психушки, но, увы, только для того, чтобы снова отдать ее в руки звонарю. Оказывается, что пока я здесь доказывал нелогичности сценария, убийца приходил в церковь в поисках Джой, но нашел Айрис и, обрушив на нее памятник во дворе, осуществил очередной метод пытки из прошлого, прикончив как минимум еще 4 человек, просто попавшихся под руку. Бакстер на место преступления не явился, и уже даже сама полиция начала что-то подозревать. Здесь мы впервые принимаем показания нашего маленького друга, Черного Кота, и находим ключ, который я упоминал ранее. И чтобы разбавить череду убийств и нестыковок сюжета, думаю, сейчас хороший момент, чтобы поговорить об уникальной механике игры, которая опередила свое время. Как многие наверняка знают, в Murdered Soul Suspect можно вселяться не только в людей, но и в котов. Хотя, как знать, может это один и тот же кот, потому что здесь используется одна моделька на всю игру. В отличие от людей, которым можно влезть в голову, но полный контроль не взять, с котами все наоборот. Мы можем управлять ими как полноценным игровым персонажем. Вплоть до мяукания по команде. Функционально бесполезной фичи, но настолько милой, что язык не поворачивается назвать ее пустой тратой ресурсов. Коты могут забираться в места, которые Ронану недоступны, по крайней мере, пока он не научится телепорту. Впрочем, даже после этого в игре все равно есть места, которые без помощи котейки не пройти. Так мы попадаем к Джой на чердак, пробираемся через старое крыло лечебницы, подбираем ранее недоступные коллектиблы и, собственно, находим ключ в церкви. Вы можете запрыгивать на столы, груды кирпичей, залезать на деревья и живые изгороди, а также забираться в вентиляционные шахты. Что напомнило мне одну игру. Одну секунду. This is Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Okay, Snake, let's get to work. Функционал этой механики, конечно, ограничен, но благодаря тому, что у вас по сути нет нужды никуда залезть, кроме предусмотренных для этого мест, она не кажется такой уж примитивной.
Само собой, было бы круто, если бы NPC обращали на вас больше внимания, и можно было сеять хаос, роняя предметы окружения. Но это не является фокусом игры. А потому даже само наличие этой механики уже впечатляет. Анимации хорошо проработаны, и геймплейно все работает тоже как надо. Если, конечно, не залезть на один конкретный балкон раньше времени, замуровав себя навсегда. Ну или до рестарта последнего чекпоинта. Ну тут неподалеку есть единственная крыша, на которую можно запрыгнуть. И, я не знаю, походить по ней? Во время нашего расследования в церкви Джой ловит за проникновение. Опять. И Рекс забирает ее с собой в участок. Однако перед этим он замечает, как та болтает сама с собой, и предупреждает, что, прикинувшись невменяемой, избежать наказания у нее не получится. И вместо того, чтобы попытаться убедить его в том, что Ронан буквально стоит в шаге от него, например, попросив того сказать что-то известное только им двоим, Джои решает просто промолчать. Самое забавное, что сценарием эта попытка предусмотрена, только в более удобном для сюжета виде. Перед их отъездом Ронан просит Джой рассказать Рексу об их находках и убедить его в том, что заброшенный дом, ключ от ворот которого мы здесь нашли, является логовом убийцы. Не знаю, расскажет ли она о призраке его зятя, с которым все это расследовало, и насколько велики шансы на то, что Рекс в это поверит, особенно теперь, когда и нечем это доказать. Но об этом можно не волноваться, потому что это не имеет никакого значения, и очень скоро вы поймете почему. Заброшенный дом судьи Хоторна, причастного к печально известным судебным процессам, оказывается не таким уже заброшенным. В дальней комнате горит свет, а у входа припаркована полицейская машина. Все указывает на то, что убийца коп, и, учитывая прошлые намеки, один конкретный злой лысый коп. Дом правосудия, так здесь называется это злосчастное место, вполне типичный дом с привидениями, куда наспор влезали бы подростки, где ночевали бы бездомные и обустроили бы свой притон местные торчки. И тем не менее, дом остался в удивительно хорошем состоянии. Конечно, стены и крыша начали сдавать под действием времени, но вы здесь не найдете ни груды пустых бутылок, ни шприцов, ни использованных презервативов. Комната, в которых проводили слушания, осталась почти в том же виде, что и 3,5 века назад. Рояль, хоть и потерял свой шарм, спустя годы так и стоит на месте. Даже книги в библиотеке остались нетронутыми. А граффити, которые здесь можно найти, дело рук самого убийцы. В логове звонаря, по классике спрятанного за книжным шкафом, обнаруживается несколько любопытных зацепок. Когда я говорил о том, что подобные серии убийств уже происходили в 70-х, я, может нарочно, а может и нет, умолчал, что в 1903 и затем 40-м в Салеме тоже были совершены похожие убийства. И если бы сценарий этого требовал, я уверен, что обнаружилась бы пара-тройка случаев, уходящих еще дальше в прошлое. Ронан приходит к выводу, что за всем этим стоит череда подражателей, и впервые я с ним согласен. Любой дурак это поймет, просто взглянув на временные промежутки между волнами убийств. Они слишком велики, чтобы быть совершенными одним человеком, или даже двумя. Подкрепляет эту теорию и непостоянство их методов. Ранние убийства были совершены как в старые недобрые времена, повешением. Но в дальнейшем они то превращались в несчастные случаи, вроде падения книжной полки или пожара, то теперь снова вернулись к оригинальной задумке. Даже если это было сделано с целью запутать следствие, преступление все равно не мог совершить один и тот же человек. Еще на первых этапах игры жители города и сами начали подозревать, что убийц может быть несколько. Возможно, на эти мысли их натолкнула статья в газете, которую можно найти в лечебнице, где говорится о тех самых событиях в 70-х, и что полиция отказывается комментировать их связь с недавними убийствами. Это снова отсылает нас к тому, что вся эта информация должна быть в командном пункте участка, да и я не поверю, что Ронан ее не узнал, расследуя это дело еще при жизни. Но сейчас это уже не так важно, потому что вся эта информация нужна здесь, чтобы подтвердить наши догадки и указать на преступника. София намекала, что убийца полицейский. Он охотится на медиумов, а Бакстер работал с Кассандрой. Он приходил, чтобы ее убить, но вместо этого прикончил Ронана, которого и так всегда ненавидел. Бакстер не явился на место преступления в церкви, а у входа в Дом правосудия стоит полицейская машина. Как нам уже известно, самый банальный вариант и является правильным. Но тут игра совершает неожиданный поворот, непредсказуемость которого напрямую зависит от того, насколько такая явная подводка к Бакстеру была для вас подозрительной. Тогда в 2014-м на меня это еще как сработало. В подвале обнаруживается тело Бакстера. И тут есть два варианта. Либо он покончил с собой, либо ему помогли. К счастью, его призрак с удовольствием расскажет нам, как все было на самом деле. Все-таки мне нравится, как все это время игра выставляла Бакстера антагонистом, когда на самом деле он просто делал свою работу.
После своего понижения он продолжил расследовать дело звонаря вместе с Кассандрой, и они додумались, что тот охотится на медиумов. Все же у них с Ронаном больше общего, чем они могли подумать. Оба бесполезны без помощи медиумов, оба погибли от рук настоящего убийцы, обоих улики привели в Дом правосудия, и у них одна извилина на двоих. Хорошая новость в том, что Кассандра жива, и Бакстер спрятал ее в доме за городом. Плохая, теперь мы понятия не имеем, кто за всем этим стоит. Однако такое историческое место, как Дом правосудия, хранит в себе много воспоминаний, показывая нам настоящего злодея, а точнее, злодейку. Всем, кто хотя бы отдаленно слышал о салемской охоте на ведьм, наверняка известно имя Абигейл Уильямс и о том, какую роль она сыграла в массовой истерии 1692-го. Абигейл с подругами, наслушавшись рассказов служанки Титубы о магии вуду и колдовстве, стала демонстрировать странное поведение, биться в конвульсиях и выкрикивать всякие непристойности. После осмотра специалистами стало ясно, что дело не в болезни. Это работа дьявола, не иначе. Для девочек это означало, что их обвинят в колдовстве и сговоре с темными силами. Потому под давлением властей они, естественно, прикинулись жертвами и переложили вину на других – Сару Гуд, Сару Осборн и служанку Титубу. Из них признала свою вину только последняя, что подтвердило общее опасение. В их поселении орудовал дьявол. Это посеяло панику, в которой направо и налево сыпались обвинения и аресты, а девочки во главе с Абигейл участвовали в судебных процессах, указывая на всех, кто подвернется под руку. За год было арестовано около 200 людей, из которых 19 отдали жизнь на виселице, 1 во время пытки, и как минимум 5 умерли в тюрьме. И все из-за обычного детского баловства, вышедшего из-под контроля. Это небольшое отступление было нужно, чтобы попытаться понять мотивацию игровой версии Абигейл Уильямс. Ведь я же не могу заставить вас посетить музей. Мы можем взглянуть на этого персонажа, ссылаясь на исторические факты, выделяя все нестыковки с реальностью, либо же отбросить наши придирки и принять творческие вольности, которые позволяет себе игра. Истина, как обычно, где-то посередине, хотя должен сказать, что мне не нравится, как написан ее персонаж. В игре Абигейл показана фанатичной ненавистницей ведьм, которая поклялась истребить их всех. Что нормально, мотивы настоящей Абигейл история умалчивает, потому их придумали, чтобы вписать в сюжет игры. Однако здесь также изменили ее предысторию. Из, фигурально выражаясь, скомканной записки, можно узнать, что выдвигать обвинения против своих врагов под угрозой пыток ее заставлял отец, как я полагаю, в борьбе за землю. И после того, как были внесены правки в закон, истерия кончилась, а оставшиеся заключенные освобождены, за ложные обвинения Абигейл повесили. Можно подумать, что с тех пор ее дух мстит тем, кто предал ее правосудию, которое, как ей казалось, было на ее стороне. Но не совсем. Она все еще продолжает охотиться на ведьм, потому что их ненавидит? Потому что отец заставил ее их ненавидеть под страхом пыток? Еще страннее то, как здесь изображен судья Хоторн, один из самых ярых участников салемских процессов. Игра признает его частью этих событий, при этом выставляя это так, будто Абигейл обманом и манипуляциями заставила его выносить приговоры, тогда как в реальности он и ему подобные попросту ставили людей перед выбором: признаться в том, чего не совершал, и стать жертвой всеобщего презрения, либо умереть и быть клейменным той же виной посмертно. Вместо того, чтобы верить логике и здравому смыслу, судьи внимали капризным детям и спектральным доказательствам. Да, это очень сложная тема, ведь сейчас тяжело представить, насколько серьезной была вера в колдовство и темные силы тогда, и как сильно массовая истерия повлияла на принятие решений. Отчего только страннее кажется выбор сценаристов изобразить судью Хоторна так безвкусно по отношению к трагичным событиям, которым он напрямую посодействовал. Одно дело дать Абигейл более четкую мотивацию и обстоятельства смерти, ведь в какой-то момент она перестала появляться в судебных документах, ее дальнейшая судьба неизвестна. Другое же – смягчать явные ошибки системы правосудия, которые привели к смерти и очернению имен стольких людей. Я не говорю, что именно это здесь и происходит, просто игра даже не пытается меня переубедить. Если идея в том, что Хоторн специально сделал Абигейл козлом отпущения, чтобы избежать собственного наказания, то это можно было подать чуточку яснее. Может, судья Хоторн упомянул бы об этом во время своего монолога в тюрьме, пока они были один на один. «Они так и не узнают правды. Они ни за что не поверят такой лгуне, как ты». Или что-то в таком роде. Эй, я не профессиональный сценарист и вообще едва ли умею писать, окей? Но специально обученные этому люди наверняка придумали бы что-то получше.
У сценаристов были все шансы сделать эту версию Абигейл злодеем, достойным отдельного анализа. Но, увы, она обречена быть упомянутой лишь в моем глупом видео. Независимо от мотивации, само разоблачение злодея тоже подкачало. Слишком много усилий и времени уходит на то, чтобы направить игрока по ложному следу, не предоставляя интересных возможностей это осознать. Абигейл первая, кого Ронан встречает после смерти, и с одного взгляда на ее наряд становится понятно, откуда у нее такие познания о призрачной жизни. Когда она лениво делится с нами своей мудростью, ничто не указывает на ее скрытые мотивы. Она даже предупреждает Ронана об опасности потерянных душ. Вскоре мы сталкиваемся с ней в апартаментах, рисующей каракули на стенах, что легко принять за обычное детское поведение. Позднее нам показывают Абигейл на крыше после нашего визита в участок, но ни она, ни Ронан не придают этому моменту никакого значения. Если она за нами и следит, то, скорее всего, из простого любопытства. В последний раз нам напоминают о ней в музее, когда мы видим сцену казни, из которой и узнаем ее имя. И можно подумать, что это главная причина для похода в музей. Вот только видение ее смерти едва ли делает вклад в общую историю. Да, мы узнаем ее судьбу, но это выставляет ее одной из жертв массовой истерии, рассеивая любые подозрения. Если же это было сделано для тех, кто знаком с историей, тогда Абигейл превращается в ходячую отсылку, существующую отдельно от основного сюжета. Пасхалкой, вызывающей... Я не говорю, что поворот с подменой злодея плох. Скорее, мне не нравится, как игра осторожно ведет нас по хлебным крошкам только для того, чтобы в конце без церемона швырнуть оставшийся батон. Впрочем, как неоднократно говорили разработчики в своих интервью, главная загадка игры не в том, кто является убийцей, а скорее, как он убивает. Любой, кто хоть немного следил за сюжетом и обратил внимание на основные механики игры, сможет составить факт того, что Абигейл призрак с отличиями в методах и временных промежутках между убийствами, придя к выводу, что все это время она продолжала свою кровавую миссию чужими руками. Абигейл использовала представителей власти, блюстителей закона, мэров, судей и полицейских, заставляла вершить правосудие над теми, кто имеет отношение к потустороннему, избавляясь от своих марионеток, достигнув цели. То есть мстила как своим обидчикам, оборачивая закон против них, так и ненавистным ею ведьмам. И мне стыдно признаться в том, как долго до меня это доходило. Руками Бакстера она убила сестер Кэмпбелл, пальцем Рекса нажала на курок при убийстве его зятя. И сюрприз-сюрприз, заставила Ронана утопить Софию, что добавляет их встрече на кладбище еще один слой подтекста. И не волнуйтесь, Абигейл охотно обо всем этом расскажет во время финальной конфронтации в музее. Разжевав это опять же для Ронана, который до последнего не понимает, что, черт возьми, происходит. Абигейл в теле Рекса похитила Джой по пути в полицейский участок и собирается повесить ее на одном из экспонатов. Появляется Ронан и обращается к Абигейл напрямую, зная, что она взяла того под контроль. А когда она убивает двух копов, появившихся из ниоткуда, кричит ей «Абигейл, остановись!» Так? Но буквально через секунду говорит «Рекс, кусок ты дерьма, что ты творишь?» И никто не подумал, что эта фраза здесь немного лишняя? В общем, здесь нас просят вспомнить о мелкой детали, которая упоминается 3 раза. При первой встрече с Джой, на кладбище с Софией и в палате Айрис. А именно, призраки уязвимы к громким крикам. И в данном случае нам нужно вселиться в Джой, внушить ей эту мысль и тем самым вытолкнуть Абигейл из тела Рекса. При этом над нами теперь нависает таймер, а в случае неудачи нас отправляют обратно к чекпоинту. И я не знаю, что более удивительно, то, как эти условия внезапно появляются только в самом конце игры, или осознание того, что у разработчиков с самого начала были хорошие идеи, но они решили их не использовать. В конечном счете мы отправляем Абигейл в ад, естественно в кат-сцене, никаких квиктайм-ивентов. Рексу и Джой придется здорово пошевелить мозгами, чтобы объяснить 2 мертвых копов на полу. Кассандра и Джой наконец находят друг друга. А Ронан толкает монолог со своими выводами после пережитого приключения и отправляется на тот свет к Джулии. Без фанфар и света небес. Экран просто погружается в черный, оставляя ощущение скомканности и вынужденной экономии ресурсов. Знаю, что вы думаете. Я тоже удивлен тому, как много проблем мне удалось найти в этой игре, и еще больше тому, сколько мыслей у меня по их поводу возникло. Но я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, будто я ненавижу Murdered Soul Suspect, и что теперь мне стыдно от того, как сильно она мне понравилась в прошлом. Все же, несмотря на многие недостатки, которые я все еще не закончил перечислять, в ней можно найти положительные стороны.
И я настоятельно прошу не делать поспешных выводов, потому что, как вы наверняка заметили, это видео еще далеко от завершения. Может, все оставшееся время я поливаю игру помоями, а может, наоборот, признаюсь ей в любви, почему нет? Так или иначе, есть только один способ узнать наверняка. Murdered Soul Suspect буквально кричит о проблемной разработке. Финансовые трудности и долгие поиски издателей преследовали Airtight Games с самого их основания. Имея кое-какие связи в индустрии, им удалось поработать с Capcom над весьма занимательным шутером Dark Void, который я бы с удовольствием прошел и рассказал бы о своих впечатлениях, вот только его убрали с продажи еще в 2024. Вспомните об этом, когда будете благодарить Capcom за очередной ремейк, хорошо? В случае с Dark Void у студии было четкое видение, вокруг которого они построили игру, чего нельзя сказать о Murdered. Долгое время они просто бросались идеями в Square Enix, пока однажды не получили очень загадочный ответ. Коп-призрак расследует свое убийство. Такая идея посетила Йоски Шиокаву, работника Square, после просмотра фильмов «Привидение» и «Крепкий орешек». Все остальное стало продуктом уймы проб, ошибок и еще пары-тройки ошибок сверху. Open World шутер из этого не вышел, к счастью, и команда решила умерить свои амбиции, сконцентрировавшись на том, что действительно важно – сюжет и атмосфера. Салем – идеальное место для этой истории. Фасады его зданий сами могли бы рассказать много интересного, только успевай записывать. Оттого забавнее тот факт, что Салем пришел в голову создателям только при поиске архитектуры, подходящей под их концепты. А история охоты на ведьм, полагаю, была слишком хороша, чтобы не докинуть ее бонусом. Вы наверняка слышали фразу «город – это отдельный персонаж» или какую-то из ее вариаций. Мрачная таинственная атмосфера Салема все же сильно преувеличена в игре, с целью крепче связать нарративные элементы вместе. И это правильный ход, ведь важна не достоверность окружения, а то, как игрок с ним взаимодействует. Улицы города служат хабом между сюжетными локациями, где здания из прошлого и настоящего будто бы сражаются между собой за право на существование, а темные аллеи таят в себе множество секретов. Секретов, которые открываются нам в виде коллектаблов. Это простая, но действенная система, поощряющая игрока за исследование дополнительной информации о сюжете, персонажах или страшными историями, которые мне очень нравятся. Большая часть коллекционных предметов просто разбросана по полу и не требует большого труда в нахождении, что разработчики пытались разбавить как могли. С одними помогает проворность кота, с другими – способность Ронана манипулировать предметами из мира духов. Получение телепортации открывает массу возможностей для интересных геймплейных моментов, чем игра, к сожалению, пользуется преступно редко. Из-за тесного строения локаций телепортация пригождается только при скачках через дыры в стенах, для чего порой достаточно прыжка между призрачными силуэтами, что вместе с ограничением расстояния невидимыми стенами делает телепорт еще бесполезнее. По-настоящему разгуляться нам дают только на кладбище, благодаря открытости этой локации, которая также выступает в роли туториала для новой способности. Здесь также присутствует классический момент, где первый же коллектабл оказывается недоступным, пока мы не пройдем всю локацию целиком. Кладбище имеет круговую структуру, то есть в конце мы возвращаемся в самое начало, где должны вспомнить о том первом предмете, который теперь можно получить благодаря телепорту. Это очень стандартный прием, который в любой другой игре принимался бы как данность, но здесь указывает, что разработчики пытались сделать исследование увлекательным. И если бы они не перегнули с количеством коллектаблов, чаще требовали мыслительных процессов и применения способности Ронана для их нахождения, им бы это удалось. Мне кажется, что этот аспект игре был правда необходим, даже в таком слегка небрежном виде. Прелесть коллекционных предметов в том, что никто не заставляет игрока их собирать. Тех, для кого они важны, это подначивает к исследованию локаций, вознаграждая за любопытство. А тем, кто считает это лишним, не мешает продвигаться по сюжету, ведь полностью опционально. Поиски рисунков Абигейл по наводящим символам тоже интересная задумка, хотя я все еще негодую по поводу того, как пропустил один в музее. Узнав об этом в конце игры, когда возвращение в эту локацию сразу приводит к финалу. Это буквально последнее, чего мне не хватает для получения 100%, блин.
Сбор записок, прочтение исторических памяток и отголоски прошлого Ронана стоят того, чтобы пылесосить каждый закоулок этой компактной версии Салема и его интерьеров. Сам город может и не отдельный персонаж, но уж точно неотъемлемая часть игры, приводящая в действие все ее составляющие. К тому же город – это всего лишь набор зданий, запоминающийся разве что архитектурой. А вот впечатление о городе как о месте с богатой историей и характером формируют локальные культуры и его люди. Честно говоря, после прохождения Murdered Soul Suspect может показаться, что Салем населяют одни психопаты, как живые, так и мертвые. Мужик, читающий книгу в постели с мертвой женой, бабка с дедом, которые убили и закопали шумную соседку, пациенты лечебницы, мечтающие угнать вертолет, наводят на мысли о том, что тихий с виду городок на самом деле имеет кучу скелетов в колокольне. Даже если с живыми соседями вам повезет, это не означает, что какой-нибудь мясник, скармливающий своих жертв свиньям, или маньяк-преследователь не явится с того света, чтобы следить за каждым вашим шагом. Вообще, я долго пытался понять, что разработчики хотели сказать многочисленными интеракциями с NPC, и пришел к выводу, что все и сразу. Комментарии о самоубийстве и насилии с применением огнестрельного оружия есть. Критика пьяного вождения и методов лечения психиатрических учреждений имеется. Высмеивание глупости охотников за привидениями с Ютуба на месте. Нелепые свидания, на которых одна из сторон в упор не понимает намеков, тоже присутствуют. Последнее меня особенно задело, потому что на нашем первом свидании моя бывшая спросила: «А ты поцеловал бы девушку на первом свидании?» На что я уверенно ответил: «Ну да». И сейчас, спустя больше 10 лет, я понимаю причину неловкой паузы, которая за этим последовала. Но в тот момент я так сильно волновался, что пропустил бы этот намек, даже если бы она держала в руках огромный неоновый знак. Все эти темы никак не исследуются и просто упоминаются, чтобы, я не знаю, вызвать одобрение у игроков? Исключением разве что является то, как Ронан проявляет сочувствие к самоубийце-неудачнику, что отсылает к психическому заболеванию Джули, от которого ее лечили в Лакс-Этерне. По этой причине он узнает название лечебницы в разговоре с Джой. Впрочем, даже если большинство интеракций не приносит существенного сюжетного бэкграунда, они интересны хотя бы тем, что развлекают своей непредсказуемостью. Отдельно стоит выделить тех призраков, которым мы непосредственно помогаем. Вроде той же шумной соседки, которая довела пожилую пару до ручки, девушки на берегу, погибшей, спасая людей с тонущего корабля, и пьяного чувака, попавшего в аварию со своими друзьями. Даже короткие встречи с рядовыми привидениями хорошо мне запомнились, а память у меня весьма паршивая. Единственное, чего бы мне хотелось, так это развязки истории Софии. Она нашла в себе силы пережить свою смерть заново, показывая ее Ронану, при том, что он технически и есть ее убийца. И зная подтекст этой сцены, мне каждый раз больно смотреть на то, как она отчаянно просит Ронана взять ее за руку. София просто убегает, и больше мы ее никогда не видим. Но я надеюсь, что ее незаконченным делом было указать на настоящего убийцу, и что, отправив Абигейл в ад, мы освобождаем ее душу где-то за кадром. Все же мертвые разговорчивы, их мотивы сразу ясны, с ними интересно. Живые слишком просты, предсказуемы, скучны. Если именно это пыталась сказать игра, делая фокус на том, как загробная жизнь по сути обесценивает земную, то ей это удается. Жители Салема имеют свойство повторяться, и порой даже в рамках одной сцены вы можете заметить дубликаты моделей горожан и копов. А подслушав их разговоры или прочитав мысли, быстро поймете, что у каждого из них есть всего две фразы, которые те не просто повторяют снова и снова, но и соединены коллективным сознанием, откуда эти фразы берут. Их жуткая неестественность постоянно вызывала у меня чувство, будто я нахожусь в симуляции. Да, в этом как бы и есть сама суть видеоигр. Просто обычно наш мозг стремится заполнить пробелы, мешающие восприятию игрового мира всерьез, в то время как в Murdered это работает в лучшем случае через раз. Внутри отдельных сегментов, вроде апартаментов, кладбища или музея, все персонажи связаны контекстом локации, в которой пребывают, потому заранее прописанные действия и диалоги правдоподобно придают им живости. Пару раз им даже удалось меня рассмешить. Однако про NPC на улицах самого города такого не скажешь. Контекст становится слишком широким, чтобы четко определить, какую фразу должен сказать каждый персонаж, в каком месте и в какое время. Потому они больше походят на пришельцев, пытающихся выглядеть убедительно, тем самым вызывая еще больше подозрений.
Сюрреалистичность только подкрепляют книги с названиями в духе «Прочитай меня» и фотографии, в которых у всех людей и даже собак буквально одно лицо. Это вроде как мешает иммерсивности, но в то же время слишком смешно, чтобы на это обижаться. Видно, что Airtight Games пытались хоть как-то разбавить обстановку постоянного стресса и гонок за дедлайнами. На E3 2013 в своем интервью Йоски Шиокава сказал, что команда фокусируется на нынешнем поколении консолей, потому что изучение нового железа пагубно сказалось бы на разработке и качестве игры. Я не могу сказать наверняка, и это лишь мои спекуляции, но факт того, что Murdered вышла одновременно на 7 и 8 поколении, указывает на то, что менее чем за год до релиза вмешались Square Enix, и вместо финальной полировки оставшееся время ушло на портирование игры для Xbox One и PlayStation 4. Разработчики попросту не могли позволить себе укусить руку, которая их кормит, какой бы болезненной ни была ее хватка, и это многое объясняет. Глядя на то, какими детальными у них получились локации, на бесчисленное количество предметов окружения, видно, что усердия разработчикам не занимать, и работали они по четкому плану, пока он не пошел коту под хвост в последний момент. Мне хотелось навернуть Сугияма чипсов, выпить освежающего спура, поиграть в Deus Ex или Just Cause, пялиться на скринсейверы и лава-лампы, да и просто рассматривать интерьеры квартир и кабинетов полицейского участка. А то, что репортаж об убийстве Ронана, проходящий снаружи, можно увидеть по телеку в квартире двух обкуренных челов, очень клевая деталь. Внимание к мелочам – очень важная составляющая любой сюжетно направленной игры, которая не просто укрепляет визуальную эстетику, она делает исследование в разы интереснее и укрепляет сторителлинг. Для тех, кто способен его оценить, конечно же. Мифы о том, что сюжетные игры умирают и больше никому не нужны, тогда казались слишком правдоподобными, чтобы их игнорировать. Время доказало бредовость этих опасений, но когда вы работаете под давлением такого издателя, как Square, любой риск имеет слишком высокую цену. Попытки удовлетворить собственные креативные поиски одновременно с ожиданиями инвесторов приводят лишь к стрессу и появлению Video Game Moments для Video Game Enjoyers. Когда механики добавлены не с целью контекстуально дополнить experience, а чтобы напомнить геймерам, что перед ними игра. Мы видели это в Echo Knight с его казино, и теперь здесь, в виде демонов и переизбытка коллекционных предметов. Такой подход продиктован не жаждой к инновациям, а скорее неуверенностью и недоверием. Создатели не были уверены в том, что делают и для кого. Недоверие в игре говорит за себя. Отсюда избирательная прямолинейность одних механик и нарративная бесполезность других. И я говорю это не в обиду разработчикам, они играли с тем, что было на руках, при раскладе явно не в их пользу. Чем легко оправдать большинство минусов, которые я так долго перечислял. Правда, такое желание может появиться только при условии, что в игре есть что-то еще. Та самая душа, о которой мы так часто слышим, и существование которой готовы доказывать в любом споре. Чем так хорош крепкий орешек? Тем, что Джон Маклейн – обычный человек, оказавшийся в экстремальной ситуации. Уязвимый, не идеальный, но все еще располагающий крутой. Почему со многими резонирует привидение? Потому что берет за основу простые человеческие чувства, понятные каждому. Murdered Soul Suspect – это история о скорби, любви и ненависти, жизни, смерти и жизни после смерти. Главного героя перестали интересовать земные блага еще при жизни, а умерев, он жаждет лишь одного – воссоединиться со своей любимой. В смерти все равны, от мала до велика и от бедного до богатого. Конец настигнет всех, как ни крути. По крайней мере, если верить, что это действительно конец, что души не существует и мы лишь кожаные мешки с тикающим таймером. К счастью, множество культур, исчезнувших и существующих, имеют четкие представления о жизни после смерти и правилам, по которым она оперирует. Что, может, и не вызывает непосредственную веру в ее существование, но, по крайней мере, заставляет подумать, а вдруг? Вдруг наши души остаются на Земле, пока не найдут способ двинуться дальше? Вдруг существует рай, где живет Джулия, и ад, в котором варится игровая Абигейл Уильямс? Что если мы нечто большее, нежели клубок нейронов, который умирает вместе с остальным организмом? Ничто так не говорит о бесполезности наших тел, как взгляд на свою пустую оболочку на холодном металлическом столе морга. Одни скажут, что перед ними темница из плоти и костей, другие, что проводник в познании удовольствий. Ронан же подмечает, что выглядит как чертов преступник. Но, по крайней мере, патологоанатому теперь не скучно. Murdered Soul Suspect – это одна из лучших репрезентаций загробной жизни, что я видел. Здесь есть все, чему меня научили ужастики, передачи о сверхъестественном и книга «Монстры. Привидения НЛО».
Призраки являются, чтобы завершить незаконченное дело, совершить возмездие, указав на важную улику, или наказать виновных. Они могут быть привязаны к определенному месту, или свободно разгуливать по округе, наблюдая за живыми. Теряя себя в иллюзиях, маниакально следуют своим земным привычкам. Даже теория о чувствительности животных к паранормальным явлениям нашлось место в виде полноценной механики. Игры являются уникальной формой искусства, возвышаясь над остальными благодаря своей интерактивности. Сюжет, визуал и геймплей работают в тандеме, чтобы подарить игроку полноценный экспириенс. Без сюжета геймплейная составляющая становится набором мини-игр и случайных идей, а визуал – пустыми, лишенными контекста декорациями. Сюжет связывает все элементы вместе, и это ему удается благодаря персонажам и эмоциональной основе, которую они в себе несут. Хорошим протагонистом Ронана делают те же качества, что и Джона Маклейна. Под бравадой крутости скрывается доброта и уязвимость, присущая героям классических боевиков, что само по себе избитое клише, и было бы таковым без контрарных черт его характера, позволяющих увидеть в нем негативные стороны. Преступная жизнь сделала Ронана вспыльчивым, упрямым и грубым, привила привычку решать все проблемы силой и полагаться только на себя. Это привело к неприятностям на работе, ссорам с Джулией и поставило под вопрос сделанное им предложение. Однако при желании эти изъяны можно оправдать. Ронан – продукт своего окружения, воспитанный под строгим взором отца-преступника и матери, приспособившейся под обстоятельства. Былые проступки, набитые чернилом на теле, вызывали только презрение у коллег по участку. Те не желали видеть, какую пользу может принести детектив со знанием улиц. Рабочая этика Ронана, к сожалению, остается за кадром, но посетив его кабинет, мы можем узнать о нем много интересного. Он любит кофе, выпивку, горячих женщин, музыкальные фестивали, котиков и Deus Ex, ценит дружбу с Рексом и ненавидит звонаря. Ронан свой чувак. Это позволяет ему находить общий язык с другими призраками и, что важнее, достучаться до Джой. Она постоянно нарушает закон, влезая туда, куда не следует, и редко бывает дома. Упряма, остроумна и любит музыку. Думаю, даже не стоит говорить, что Ронан видит в ней себя. Их общение часто превращается в обмен колкостями, за которым очень интересно наблюдать. Но несмотря на столкновения характеров, их отношения работают на взаимовыгоде. Они нужны друг другу. Джой – его единственный проводник в материальном мире, а Ронан – ее невидимый помощник. Он помогает ей в поисках матери, а она ему в закрытии незаконченного дела. Эта простая транзакция постоянно подливает масло в огонь, ведь каждая из сторон ставит свои интересы выше другой, что в определенный момент вызывает серьезный конфликт, по крайней мере по мнению сценаристов. И об этом я хотел поговорить буквально с самого начала видео. В конце нашего похода в музей Джой вполне спокойно напоминает о том, что все это расследование пока никак не приблизило их к ее матери. В ответ Ронан называет ее плаксой, что, естественно, вызывает у той ответную реакцию. И Ронан вдруг решает поделиться своей историей, о том, как его жена была убита 3 года назад, ее душа отправилась на небеса, а он, видите ли, застрял здесь со стервозной малолеткой. Но это еще не все. Он добавляет, что Кассандра пропала всего несколько дней назад, и она найдется. А вот если они не отыщут убийцу, то он никогда не увидит Джулию. По сути говоря, мои проблемы куда важнее твоих проблем. Это должно было показать темную сторону героя, напомнить о его вспыльчивости и затем оправдать эту вспышку гнева трагичным прошлым. Но вместо этого выставляет его мудаком буквально на ровном месте, попутно вызывая вопросы к характеру Джой. Ронан использует ее, обещая найти Кассандру, и, как выясняется из разговора с Бакстером, с самого начала считал ее мертвой. Наверняка идея в том, что копы, особенно из отдела убийств, научены предполагать худшее, пока не выяснят обратного. Когда при их первой встрече Джой сама говорит, что ее мать уже, наверное, мертва, Ронан включает копа и просит не делать поспешных выводов. Что, конечно, очень циничный поступок, но имеет смысл, ведь он пытается уговорить ее на кооперацию. Следовательно, в музее он не может сказать ей о том, что статистика по пропавшим людям не на ее стороне. О своей печальной истории пытается напомнить, что за ней должок, ведь он пожертвовал жизнью, чтобы ее спасти, хоть и не намеренно. Проблема же в том, что Джой не только прощает его эгоизм, но и просит у него прощения. Может, я не прав, но мне это показалось классическим случаем, когда женский персонаж был явно написан мужчиной. Как в фильме «Суровое испытание», изображающем события салемской охоты на ведьм, где Джоан Аллен просит у Дэниела Дэй-Льюиса прощения за то, что он изменил ей с Вайноной Райдер.
Но предположим, что Джой прониклась историей Ронана, хоть она и была подана максимально язвительно. Что заставило ее так просто отказаться от своей части сделки? Она согласилась быть партнерами на своих условиях, вслух признав, что нужна ему больше, чем он ей. Потому такая резкая смена поведения кажется очень странной и неестественной. Это сработало бы лучше, если бы у Ронана действительно были видимые причины для спешки. Напомню, что превращение душ в демонов упоминается лишь Абигейл в самом начале игры, и с тех пор мы не находим этому никакого наглядного подтверждения. Множество второстепенных персонажей живут в своей призрачной форме годами, без каких-либо видимых изменений. Потому складывается впечатление, что Ронан просто спешит на тот свет к своей любимой, оправдывая этим свое свинское поведение. Потому с нарративной точки зрения он, мягко говоря, не прав. А если он не прав, то в этом конфликте мы становимся на сторону Джой, живого человека с проблемами, требующими решения здесь и сейчас. Черт, может, пока они тут спорят, на шее ее матери затягивается петля. Личные мотивы обеих сторон полностью ясны, отчего весь этот конфликт кажется еще более неуместным и притянутым за уши, а то, как легко Джой с ним соглашается, возмутительным. К сожалению, осадок от этой сцены держится до самого конца игры, так как ее дерзость полностью улетучивается. Теперь она только молча сидит на заднем сидении, слушая указания Ронана, а позже играет роль беспомощной жертвы. Мне кажется, что таким образом сценаристы хотели показать рост ее персонажа. Сначала она кажется обычной бунтаркой, которая бывает дома так же часто, как выходят мои видео, но постепенно учится помогать другим и ценить тех, кто ей дорог. Просто конфликт в музее подводит к этому изменению слишком резко и неумело. Тяжело сказать, чем конкретно была вызвана эта проблема. Может, сценарий заканчивали писать в попыхах, чтобы поскорее приступить к разработке. А может, наличие 3 сценаристов создало знакомую ситуацию, когда на кухне слишком много поваров. Что странно, так как сюжет в целом правда неплох, да и персонажи с диалогами написаны хорошо, по большей части. Отличный подбор голосов и актерская игра превращают неплохие диалоги в интересные взаимодействия персонажей, идеально передавая манеры и повадки их игровых моделей. Персонажи часто перебивают друг друга, как в реальной жизни, что придает им еще больше живости, создавая впечатление, будто актеры правда находились в одной комнате во время записи. И я бы удивился, если это было не так. Однако сильнее впечатляет тот факт, что главные герои стали единственным упоминанием в карьере их актеров. Кэссиди Лерман, сыгравшая Джой, до этого хотя бы снималась в сериалах, а вот Джейсон Брукс, голос Ронана, имеет 117 упоминаний в титрах сотни игр, и только одно из них в качестве актера озвучания. Наверняка за тем, как менеджер по цифровым продажам Square сыграл главную роль в одной из их игр, скрывается интересная история. И если уж говорить о звуковой составляющей игры, нельзя обойти стороной ее саундтрек, как бы легко это ни было. Понимаете, обычно даже в посредственной музыке можно найти за что ухватиться, какую-то мелодию или главную тему. И мне жаль это признавать, но саундтрек Murder один из самых скучных, что я слышал. При этом с технической точки зрения он отличный. Записан, сведен и звучит качественно, нужный настрой передает и поставленную задачу выполняет. Просто делает это очень стандартно и безопасно. Композитор серии Dead Space, Dark Pictures и других игр и сериалов Джейсон Грейвс в представлении особо не нуждается, потому удивительно, как у него получился такой пресный саундтрек. Наверное, мою придирку можно охарактеризовать как то, что он слишком киношный, что ли. Спуки виолончель, раскатистые ударные с кучей реверба, эпичные духовые, бубнящие стаккато баса звучат в 90% фильмов ужасов, и без какого-то узнаваемого почерка отличить один саундтрек от другого крайне тяжело. Работа Грейвза хорошо вписывается в Until Dawn или антологию Dark Pictures, потому что те делают большой упор на кинематографичности, играя на жанровых клише, в то время как здесь кажется слишком строго каноничной, не выделяясь сама и не укрепляя тем игры. Из всех запоминается разве что трек Julia's Warning, благодаря душевной мелодии на пианино, и главная тема игры, которая делает референс несколько других композиций. Забавно, что во время финальных титров звучит музыка из главного меню, которая интереснее тишины, но не намного. На фоне чего скомканность концовки становится еще заметнее. Как же я скучаю по временам, когда в конце игр звучали треки всяких метал-групп. Только представьте, если бы вместо происходило что-то вроде этого. Ronan?
С моего первого прохождения Murdered Soul Suspect прошло 11 лет, что в глобальном плане весьма несущественно. Да и ощущается, будто эти годы прошли на перемотке, останавливаясь только на самых паршивых моментах, за которыми все сложнее разглядеть что-то хорошее. Это к тому, что перепроходя игру сейчас, я перенесся обратно в 2014, заметив, что мои воспоминания о ней все еще сильны. Я забываю, что ел на завтрак, но до сих пор помню монолог Ронана во вступительной катсцене, почти слово в слово. Обычно такое происходит с играми, которые появляются в моей жизни в подходящий момент. Вот только в данном случае это, скорее всего, не так. Я не могу сказать наверняка, но сам факт того, что у меня не связаны с ней никакие конкретные события, говорит о том, что я прошел ее как любую другую игру и двинулся дальше. Она не спасла мне жизнь как Persona 5, не изменила ее как Metal Gear Solid. Эта игра просто была сделана лично для меня. Конечно же, я предвзят, когда говорю, что мне нравится Murdered Soul Suspect, однако у меня нет желания ее защищать. Особенно после всего, что я про нее наговорил. Все же для игры, которой нечего сказать, она очень много болтает. Большинство ее аспектов бессвязны, являясь неплохими идеями по отдельности, но отказывающихся работать сообща. Это касается как игровых механик, так и тем, поднятых в сюжете. Расследования стелс недостаточно комплексны, коллектиблы разбросаны слишком небрежно, демоны нарушают темп повествования, а важность телепорта принижается форсированностью других механик. Сценарий игры явно страдает нехваткой изобретательности в пересказе исторических событий, отсутствием четкого посыла и морали, плохо передает рост персонажей и слишком сильно держит игрока за руку. И все же, на мой взгляд, основа игры все еще работает вопреки всем недостаткам. Я ненавижу любовные истории. Серьезно, во время монолога Энн Хэтэуэй в Интерстелларе о том, что любви нипочем ни пространство, ни время, мои зрачки закатились в череп, будто я прошел инициацию в Серые Стражи. И все же любовная история в этой игре такой реакции не вызвала. Интерактивность формата улучшает восприятие отношений между персонажами, ведь мы узнаем их нюансы через записки и воспоминания, то бишь напрямую взаимодействуя с миром игры. Это выстраивает эмпатию к героям постепенно, на протяжении многих часов, чего, например, те же фильмы себе позволить не могут. К тому же игра фокусируется не на любви как таковой, а на ее составляющих, которые мне лично гораздо ближе, в частности, на заботе и утрате. Все мы любим пофантазировать о том, что ждет нас после смерти, существуют ли призраки, магия и сверхъестественные силы как таковые. Научные и религиозные убеждения здесь ни при чем. Я имею в виду фэнтезийную привлекательность этой темы. Только не фэнтези в духе подземелий драконов, а монстров привидений НЛО. Нам хочется верить в бессмертность души, в то, что после смерти мы отправляемся в место, где нас ждут. Мы представляем себе рай среди облаков, ад в языках пламени, пустоту, перерождение, респаун. Да что угодно звучит интереснее, чем твое сознание просто вырубается вместе с телом, что бы это ни значило. И Murdered отлично воплощает эти фантазии. Она проводит параллели между двумя мирами, исследуя их различия и конфликты. На улицах Салема сталкиваются жизнь со смертью, закон с преступностью, прошлое с настоящим и, конечно же, вечное добро со злом. А между всем этим разворачивается в меру романтичная детективная история. Сверхъестественный триллер, показанный глазами крутого засранца с доброй душой и волшебной сигаретой. Обернутый в неповторимую атмосферу и чарующий сеттинг, отлично сыгранный, богатый деталями и все же обремененный множеством недостатков, прямо как герои классических боевиков. Обычно во время написания сценария мне заранее известно, что я хочу сказать, и мне нужно просто подвести к этому выводу, объяснив свою точку зрения. Но в данном случае вышло немного иначе. Чем пристальнее я изучал эту игру, тем сложнее становилось придерживаться изначальной задумки. С каждым параграфом я приближался к осознанию того, что мою любовь к этой игре оправдать попросту невозможно, по крайней мере рационально, ведь все улики свидетельствуют против нее. В какой-то момент я даже подумал отложить это видео на потом, в надежде, что однажды пойму, как его закончить. И все же, вот мы здесь. Суть в том, что критически оценивать вещи, которые нам нравятся, нелегко. Еще сложнее аргументировать свои чувства перед другими. В этом была моя проблема. Одни оценивают игры исключительно по геймплею, другие как общий экспириенс, а кто-то исходя из своих впечатлений, не задумываясь о деталях. Оправдываясь перед одними, я непременно провоцирую других, потому все, что я могу сделать, это рассказать о своих личных отношениях с этой игрой.
На фоне всех проблем тяжело увидеть ее положительные качества, а желание их искать появится только у тех, кто готов посвятить себя их поискам. Что на самом деле парадоксально. Попытки привлечь как можно больше людей, добавив механики, способные угодить каждому, по крайней мере в теории, привели к рассеянному фокусу игры и, наоборот, оттолкнули широкую аудиторию. Те, кого должны были развлечь демоны, заскучают при походе в музей, а тем, кто не против посмотреть постановку судового процесса целиком, стычки с демонами будут только мешать. Любители головоломок будут разочарованы их простотой, фанаты стелса повесятся от его линейности, а ценители интерактивного кино тут же заметят отсутствие вариативности. Останутся довольны разве что любители котов. Вот и получается, что Murdered Soul Suspect оперирует исключительно на той самой мифической душе, искренность которой мешает разглядеть желание игры всем угодить. У нее были все шансы стать по-настоящему особенной, но ей не хватило уверенности, чтобы сконцентрироваться на своих сильных сторонах. Очевидно, что игре требовалось еще немного времени, чтобы загладить все неровности, и вмешательство издателя в этот процесс не просто сказалось на качестве, оно убило студию. Square Enix славится тем, что, получая миллионы профита, все еще остаются разочарованы, ведь ожидают миллиардов. Потому неудивительно, что вскоре после выхода игры Airtight Games были закрыты, все оборудование распродано, офис доступен для аренды. По-тихому, без фанфар и света небес. К сожалению, это еще один пример того, как индустрия обходится с теми, кому обязана своим ростом. Мы постоянно читаем о том, как большие компании в попытках максимизировать прибыль сбивают с пути изначальное направление проектов. Издатель сомневается в успехе студии, студия теряет уверенность в игре, и в результате игра не доверяет игроку. И все же Murdered Soul Suspect остается в моем сердце как напоминание о лучших временах. Может, не лучших для игровой индустрии, а лично моих. Стала бы она лучше, если бы расследования требовали больше усилий, как в том же LA Noire? Да. Пошли бы ей на пользу кинематографичность и вариативность в духе Heavy Rain или Beyond Two Souls? Несомненно. Но Airtight Games банально работали с тем, что было. Высококачественная анимация, motion capture и проработка всех возможных разветвлений сюжета попросту не вписывались в бюджет из пачки чипсов и банки спура. Из-за чего, кстати, начались сокращения персонала еще за несколько месяцев до релиза. Потому, глядя на все обстоятельства, их последняя игра вышла не такой же плохой. Я считаю, что из нее все еще можно извлечь много приятных впечатлений, хотя бы за счет интригующего сюжета и располагающих персонажей. Мне не нравится использовать общие термины для обозначения определенных качеств медиа, но иногда так хочется на это забить и сказать, что главной фичей игры для меня являются вайбы, чел. Вы коп-призрак, расследующий собственное убийство, застрявший среди двух миров, помогающий несчастным душам обрести покой. Вы растворяетесь в атмосфере готичного мрачного города с трагичным прошлым и постигаете тайны загробной жизни словно по учебнику. По моему мнению, этого достаточно, чтобы закрыть глаза на очевидные проблемы игры. Кажется, мои вкусы действительно не изменились за столько лет, но по крайней мере я научился лучше выражать свои мысли. Надеюсь. Вообще, посмотрев на эти годы в ретроспективе, я понял, что начал ценить в играх совсем другие вещи. Конечно, я обращал внимание на сюжет и раньше, но оценивать качество написания сценария и диалогов и того, как они вплетены в игровой мир, начал не так уж давно. Может, мне нужно было заняться чем-то подобным самому, чтобы увидеть этот процесс изнутри, а может, это пришло с возрастом автоматически, хотя, скорее всего, верны оба варианта. Какие-то игры выдерживают проверку временем и даже становятся лучше при повторном прохождении. Некоторые раскрываются, если дать им второй шанс, и плевать, что я 10 лет напролет отрицал их существование. Murdered Soul Suspect, с другой стороны, осталась ровно такой же, как была в 2014-м. Изменился я, и теперь приобретенный жизненный опыт позволяет мне взглянуть на нее гораздо пристальнее, при этом сохранив часть той наивности, с которой проходил ее впервые. Не знаю, стал бы я рекомендовать ее всем и каждому, но для тех, кто увидел в ней что-то интересное, скажу, что эту игру стоит пройти хотя бы раз в жизни, ведь другой такой попросту нет. Пускай это будет вашим незаконченным делом, а свое с этого момента я считаю закрытым. Эй, спасибо, что досмотрели до самого конца. Я и сам удивился тому, насколько длинным получилось это видео, но так и получается, когда говоришь о чем-то настолько важном для себя, даже если это просто дурацкая видеоигра.
У меня была куча заметок, сделанных во время прохождения, и еще больше случайных мыслей, которые было тяжело изложить в разборчивой форме, но я надеюсь, что у меня получилось. Думаю, это удачный момент, чтобы прояснить пару технических моментов. По какой-то причине игре не нравится наличие двух мониторов, потому некоторые катсцены записались в 20 или может 15 FPS, с чем я ничего не смог сделать. И поверьте, это сводило меня с ума. Также, когда я говорил об озвучке, я, конечно же, имел в виду оригинальную английскую. Мне не нравится локализация в этой игре, так как в ней много отсебятины, да и сам дубляж, собственно, ощущается как простой дубляж поверх, не вписанный в окружение игры. Подбор голосов и актерская игра в ней хорошая. Просто я из тех снобов, кто смотрит кино и проходит игры в оригинале с субтитрами. Еще наводя справки про Абигейл Уильямс, я нашел названную в честь нее Black Metal группу, и она оказалась весьма годной. И на этом вроде бы все. В конце прошлого видео я упоминал о голосовании в нашем Дискорде, и теперь, когда оно завершено, могу сказать, что результаты меня немного удивили. Никогда бы не подумал, что Killer is Dead поднимется так высоко, а на Resident Evil 7 наоборот всем будет плевать. Так или иначе, в следующий раз мы посетим особняк с привидениями в эксклюзивном для Японии сиквеле Echo Night. Я прошел его буквально недавно, и мне есть что об этом сказать. Также у меня запланирован большой проект, который займет весь август, и надеюсь, что из него в итоге получится что-то интересное. Обычно здесь я говорю, подписывайтесь на канал на Твиче, но стримов не было уже больше 3 месяцев, и я не знаю, когда я к ним вернусь. Честно говоря, я не только выгорел, но и понял, что люблю проходить игры один, без комментариев и давления со стороны. Может, это изменится со временем, как знать. Так что если у вас есть какие-то вопросы, я всегда на них отвечу здесь в комментариях или в Дискорде. Спасибо тем, кто поддерживает меня на Buy Me a Coffee и спонсорам на YouTube. Пожалуйста, подумайте над тем, чтобы поставить лайк и может даже оставить коммент. Подпишитесь, если еще не. И я не знаю, выпейте чего-нибудь холодненького, наверное. Да, стыдно обо всем этом напоминать, но канал будто бы перестал расти. Так что призыв к действию в сегменте, до которого досматривают лишь единицы, не самое плохое, что может быть. В общем, огромное спасибо за просмотр. Мирного неба вам над головой. И увидимся в следующий раз.